Привет, с вами Димончик64. В этом видео я буду разоблачать человека под именем Федя Жопа Вопнвк. Это самый настоящий хейтер, мерзкий и токсичный человек Вопнвк. Подробности позже. Федя Жопа родился 25 мая 2005 года в Екатеринбурге. Увлекается компьютерами и авто, любит аниме, коллекционирует у себя старые телефоны и так далее. Федя Жопа изначально публиковал лайтовые посты, щитпостил и никого не трогал. В общем, был безобидным и типичным ноунимом. Зарегистрировался в Вопнвк 31 июля 2020 года. Но в тот момент ему было 15 лет. Сейчас 19. Свой первый пост он опубликовал 4 июля 2022 года. Ему было на тот момент 17 лет. Первая волна хейта началась 12 марта 2025 года, когда мой друг Никита Назаров опубликовал пост с картинкой с надписью о том, что Naked плюс Demon 64 равный онловы. После этого нас чуть ли не начали называть геями, а меня – педофилом. И тут же подключился Федя Жопа. Он говорил, а точнее, типа мыслил, что мы типа мечтаем воссоединиться и потерять друг от друга члениками, хотя мы просто дружим. Но всем хейтерам было вообще похуй. Вторая волна хейта началась 13 апреля 2025 года. В этот раз он хейтил не меня и Никиту Назарова, а Никиту Бараша. Тогда мы еще не были полноценными друзьями, ими мы стали только 20 апреля 2025 года, то есть в Пасху. Его хейтили за слова «брат» и «брат». Никита вправлял Феде мозги, что правильнее пишется «брат», а не «брат». Но Федя и его дружки все равно продолжали хейтить Бараша и пытаться вправить ему мозги о том, что правильнее пишется «брат», а не «брат». Это пиздец полный. И даже есть этому доказательства. Вот несколько фотографий, подтверждающие факт того, что сами хейтеры безграмотные, либо застряли где-то в 2010 году. Вот так. Еще один пиздец заключается в том, что Никиту Бараша назвали нейросетью. Ничего нового. Третья волна хейта началась со стороны Феди Жопы 18 апреля 2025 года. В этот раз он стал хейтить всех, кто внес его в свой черный список. Под раздачу попали Алексей Подгорный, Никита Назаров, Дмитрий Крымский, то есть я, имя, фамилия, Дэнди Баребух, Ислам Рамазанов и Игорь Корякин. Хейтить людей, которые тебя внесли в черный список, залупа ебаные. Если люди они внесли тебя в черный список, значит, они не хотят общаться с тобой. Федя Жопа начал хейтить Игоря Корякина за то, что он просто молодой челик, которому, скорее всего, 12 лет, за то, что он любит какую-то дымку. Корякину нравятся домашние животные. Ладно, чего мы отошли от темы. Федя Жопа его хейтил. Просто так, за то, что он молодой. Однако, на одном лишь хейте не закончилось. Федя он пытался, внимание, заставить Корякина заниматься 18+ хуйней. Не получилось.
Корякин ясно же говорил, что он ненавидит все, что связано с 18+. Я тоже ненавижу 18+ контент. Однако, в одном из комментариев, а точнее, в ответе на комментарий Тимы Пуровича, он написал, что ему только «Щенячий патруль» смотреть. Он чё, долбоёб, что ли? Походу, да. Вот так. А самый настоящий цинизм заключается в том, что он написал последний комментарий. Вот скриншот. В общем, ну вы поняли. Еще один верх цинизма покорил Феде. 18 апреля в 19:31 он написал следующий пост. Вот скрин. Короче, вы поняли. Он предлагает Никите Барашу скатываться до уровня шизоида или возвращаться во ВКонтакте, потому что Опенк — это, типа, не место для нормисов. То есть, нормальных и адекватных людей. — 19 апреля 2025 Арсений Чебуратор написал на страничке Феди пост со следующим содержанием. Тот, кто кинет Федю в ЧС, будет кастрирован. Это уже не просто цинизм, а настоящее, в прямом смысле слова, угроза кастрированием. Погуглите сами, что это такое, это ваше кастрирование. Есть скрин. Смотрите. Федя жопа, настоящий хейтер, цинист, шантажист, тролль. Он хейтит всех неугодных людей, а некоторым даже предлагает вернуться обратно в ВК, чтобы найти аудиторию попроще. Если он напишет какое-то провокационное сообщение, знайте, он тролль. Никак не реагируйте на эти сообщения, потому что вы сделаете себе хуже. Троллей кормить не нужно. У меня на этом все. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал и пишите свои мнения в комментариях. С вами был Димончик 64. Всего хорошего.